Всем привет! В этом ролике хочу поделиться билдом на друида через смерч, как его еще называют ветряной волк. Честно говоря, ветряной билд очень схож на билд через молнии, но есть пару интересных аспектов, которые помогут вам закрывать высокие кошмарные подземелья. В общем, вначале хочу показать немного геймплея, ну а далее уже перейдем к аспектам. Итак, начнем с основных аспектов, а потом дополнительные для усиления или же укрепления нашего волка. Также, как и в случае с волком через молнии, голова уник, которая делает умение бури умениями волка. Многие спрашивают, где она чаще падает. Мне она упала в 4 уровне мира с обычного подземелья. Старайтесь все же играть на 4 уровне мира. Далее аспект, который меняет навык ярости гризли, теперь превращает нас в лютого волка, дает скорость передвижения и понижает затраты духа. И вдобавок восполняет 10% максимального здоровья при убийстве. Следующий аспект увеличивает длительность ярости гризли и вдобавок увеличивает наш критический урон на 10% за каждый критический удар. Повторяюсь еще раз. Вот у нас 176% критического урона. Подходим к мобам, используем ярость гризли и наносим несколько крит ударов. И вот критический урон растет, поэтому его можно легко разогнать до 1000%, из чего выходит то, что нам не нужно много критического урона в снаряжениях. Слишком много критического урона не сделает вас гораздо сильнее, тут нужен баланс. Ну и последний основной аспект — это смерч преследует до 3 целей. Иногда, увы, смерч просто летит в пустоту, будто этот аспект не работает, что очень мешает нам, но без этого аспекта никак. Теперь переходим к доп. Аспектам. И так как и говорил в прошлом ролике, что к 100 уровню придется убрать уник броню волка, и теперь у меня вот такое расположение аспектов. Нужна стойкость, увы, без нее никак. Аспект ваша броня увеличивается, когда вы наносите урон вплоть до 40% у меня, но тут стоит найти до 50%, это очень важно. И этот аспект супер помогает нам в выживаемости. В перчатках аспект на увеличение урона от объема укрепления. Ножная броня. Базовый умение уменьшают получаемый урон на 20% на 4,5 секунды. Да-да, базовые нам придется иногда использовать, чтобы немного восполнить духа, если он заканчивается. И также уменьшить получаемый урон от аспекта. Далее расскажу, почему базовое умение это прям мега важно для стойкости. В сапогах аспект на пока мы удержим, получаем дополнительную скорость передвижения и возможность проходить сквозь противников. Это часто спасает в толпище мобов. В оружии критические удары в основных умений повышают скорость атаки. Тут немного хочу остановиться. Смотрите, если без скорости атаки, то мы выпускаем не так уж и много смерчей. С этим аспектом скорость атаки у нас увеличивается. И вот, как видите, при разгоне в секунду выпускаем уже несколько смерчей. Поэтому скорость атаки нам необходима, чтобы наносить больше урона. В амулет также поместил защитный аспект. В облике волка получаемый урон уменьшается. В амулете может быть он до 22,5. Увы, приходится жертвовать уроном. Но чтобы было больше защиты, чтобы проходить более высокие кошмарные подземелья. С аспектами все. Далее переходим к навыкам. Базовые навыки. Часто вижу, что некоторые
использовать ветрорез. После этого ролика советую вам поменять все же на удар бури. Во-первых, из-за модификаторов они тут гораздо круче. 15% шанс на то, чтобы обездвижить противника. 50% шанс на то, чтобы сделать противника уязвимым. Также процент удачного удара тут выше, чем у ветрореза. Самое главное, это когда удар бури наносит урон, вы получаете на 25% меньше урона на 3 секунды. Дополнительно с тем аспектом, который дает вам уменьшение урона от использования базовых, то получаем неплохую такую защиту, поэтому базовое умение только удар бури. Основные умения. Тут, естественно, смерч на максимум его. Модификатор смерч с вероятностью 20% создает еще смерч. Второй модификатор — это модификатор, который делает замедленными противников на 3 секунды вплоть до 40%. Тут еще неплохой модификатор, который с вероятностью 10% делает противника уязвимыми, но мне кажется, и так хватит навыков, которые будут делать противника уязвимыми. Пассивные основные навыки в единичку сердца дикой природы и в 3 дикие инстинкты, что увеличивает наш урон. И в единичку инстинкт хищника, и также в троечку прыть пальцеходящих, что увеличивает нашу скорость передвижения. Далее категории защиты. Они тут практически такие же, как и в билде с молниями, но для тех, кто не смотрел, придется повторить. Ураганный доспех пассивно уменьшает получаемый нефизический урон, при активации наносит урон и отталкивает противников. Модификаторы. Усиленный ураганный доспех, который замедляет цели на 70% на 2 секунды. И следующий модификатор — это ураганный доспех, делает уязвимым противника на 3 секунды. Далее кровавый вой при активации превращает нас в волка, восполняет некоторое количество здоровья. Модификатор берем убийство, сокращает время кровавого боя на 1 секунду. Убиваем больше противников и чаще используем этот навык. И тут модификатор кровавый вой также повышает нашу скорость атаки на 15%. Помним, что нам нужна скорость атаки, чтобы выпускать как можно больше смерчей. Ну и тут пассивный навык бдительность на троечку. Когда применяем умение защиты, то получаем урон уменьшается на 15% на 6 секунд. И тут также в единичку берем стойкость предков. Далее, власть природы тут берем в троечку, увеличиваем урон вдалеке. И если цель замедленно оглушена или же обездвижена, то урон удваивается. Эта пассивка хорошо работает с модификатором смерча на замедление, поэтому смело можно удваивать процент усиления урона. Далее, категории гнев. Тут навык берем ураган. И модификаторы замедляют цель на 25% на 2 секунды. И второй, противники под действием урагана наносят на 20% меньше урона. Много защиты, как говорится, не бывает. Далее пассивные навыки. В 2 взял сила стихии и в 3 нескончаемый ураган, чтобы увеличить время действия урагана. В единичку берем нейротоксин и в единичку берем ядовитые когти. Пассивка, за счет которой все наши умения отравляют противника. И в 3 взял наполнение ядом. Отравленные противники получают на 30% больше крит урона. Далее категории мощные. Тут, естественно, ярость гризли, которая в нашем случае превращает нас в лютого волка. В моем случае на 17,5 секунды. Тут, кстати, каждое убийство добавляет 1 секунду времени действия навыка вплоть до 5. Также увеличивает наш урон и все, что говорилось в аспекте на этот навык. 2 модификатора, которые дают укрепление и также неудержимость. Понимаете, да, что неудержимость прям супер спасает в кошмарных подземельях от какого-либо контроля. Из пассивных тут в 3 непокорность, увеличиваем урон от силы природы, смерч таковым является. В 3 природная катастрофа, увеличиваем урон от умений бури по оглушенным, обездвиженным и отброшенным противникам. И в 3 кругу жизни. Умение сил природы, расходующие дух, восполняет нам 3% максимального здоровья. То есть каждый раз, когда мы используем смерч, то мы восполняем себе здоровье. Ну и тут единичку взял защитная стойка. И из главных пассивных умений, естественно, берем буря в разгаре. Применение умений бури дает нам 1 единицу духа. И мы наносим на 15% больше урона уязвимым, обездвиженным и замедленным противникам. Как видите, немного отличий в навыках имеет ветряной билд от билда волка через молнии. Далее переходим к благословениям духа. И тут берем настороженность, получаем на 10% меньше урона от особых противников. Серповидные когти, увеличиваем наш критический шанс. Многие почему-то берут увеличение крит урона, но поверьте, нам это не нужно. Ибо у нас и так много крит урона, нам нужен критический шанс. Далее катастрофа увеличивает время действия мощных навыков. Мазохизм. Эффекты умений смены волка восполняют нам 3% здоровья. Ну и затишье перед бурей. Удачный удар с вероятностью 10% сокращает время умений навыков мощные на 2 секунды. Ярость гризли.
часто бывает так, что закончилось умение, так через несколько секунд можем еще раз использовать этот навык. Далее быстренько пройдусь по Парагону, ссылку на билд оставлю в описании, можете детальнее посмотреть уже на сайте. Тут просто пройдусь по основным глифам. Он такой же по составлению, как и с молниями, только некоторые глифы поменял местами, а некоторые уже убрал. Основная доска у нас глиф Земля и Небо, усиливает все магические узлы, и бонус навыки магии природы наносят на 10% больше урона по уязвимым или по целям, находящимся под эффектами контроля. Далее доска Жажда Насилия, тут глиф Облик Волка, усиливает урон облика волка за каждые 5 единиц силы воли. Дополнительно в облике волка получаем на 10% меньше урона. Тут также берем легендарный глиф. Далее третья доска, идем наверх. Легендарный узел Громовой молот и глиф Дух. Усиливаем критический урон основного умения, и дополнительные критические удары увеличивают урон, получаемый от нас, вплоть до 12% на 20 секунд. Далее четвертая доска Щупальце Душителя. Тут легендарный узел не берем. А глиф у нас Уловка, увеличивает урон по уязвимым противникам за каждые 5 ловкости, и дополнительно, когда вы раните противника, он становится уязвимым на 3 секунды. Эффект срабатывает раз в 20 секунд. Отсюда идем вниз, и тут доска Необычная Злоба. Делаем так же, как и я. Легендарный узел отсюда берем, а глиф тут ставим Бесстрашие, усиливает урон во время эффекта укрепления за каждые 5 единиц интеллекта. Дополнительно уменьшает получаемый урон во время укрепления максимум на 10%. Уменьшение зависит от объема нашего укрепления. И последнее — это наставление предков. Тут нам хватит только на то, чтобы изучить легендарный узел, который усиливает наносимый урон на 30% каждый раз, когда мы тратим 75 духа. В общем-то и все по билду. Бегаем, кастуем много смерчей и смотрим, как они убивают противников. Несложный геймплей, если честно. Но в высоких кошмарных подземельях придется немного понажимать кнопки, немного попотеть, чтобы не улететь с одного удара элиты. Какой билд лучше, через шторм или же через молнию? Честно говоря, каждый билд имеет свои плюсы и свои минусы. Мне больше понравился все же билд через смерч, так как по соло противнику можно нанести больше урона и легче убить боссов. А там уже решать вам, какой билд вам больше понравился, тот и берем. Как-то так, кому ролик был полезен, ставим лайк, подписываемся на канал. Ну и самое главное, хочу пожелать всем мирного неба над головой. И всем пока-пока.